Всем привет! Друзья, в этом мастер-классе я хочу вам показать две идеи создания пустотелых и праздничных сережек. У нас Новый год приближается, и такой мастер-класс осилит даже новичок, потому что достаточно простые действия я буду делать. Итак, начнем мы с вами с подложки. Для первого варианта сережек я буду использовать пластику черного цвета, это Cernet No. 1 номер 100. Подложку мы раскатываем на 1,5 мм толщиной, и с помощью текстурного коврика и скалки мы придаем фактуру на поверхности пласта. Дальше оттеняем эту фактуру любой металлизированной пудрой. Я решила, что мои серьги будут в золотых оттенках. Оттенили, сняли с рабочего стола подложку, перевернули ее и пока отложили в сторону. Берем пласт из черной глины, который раскатан на толщине 0,5-0,7 мм. Пластика должна быть максимально мягкой и эластичной. Дальше мы берем катер, подбираем форму, какая нам нравится, и накладываем со стороны острой части катера, у меня он пластиковый, это тонкий пласт. Дальше берем стек шариком и начинаем продавливать пластику внутрь катера для того, чтобы создать вот такой вот купол, выпуклый элемент. Дальше переворачиваем этот пласт к подложке, прикладываем и продавливаем, то есть прорезаем до основания рабочего стола. Если вдруг у вас заготовка застряла в катере, значит приложите на свежую глину, немножечко придавите, и тогда у вас свежая глина потянет из катера и заготовку вашей сережки. Нам нужно две таких заготовки, напомню, и для пусетов нам нужны будут простые заготовки. Я вырезала из фактурного пласта катером меньшего размера две заготовки. Для второго варианта сережек я выбрал противоположные оттенки. Это глина такого бирюзового цвета. Здесь уже смесь идет разных глин и разных линеек, поэтому на свое усмотрение берете любой цвет, какой вам нравится. Опять же, мы делаем фактуру с помощью молда. Внизу я в описании оставлю ссылочки, где приобретала все материалы, и здесь я уже подложку делаю с помощью серебра, оттеняю это все. В общем, точно такая же технология, как у нас и первые сережки. Здесь я взяла другую форму, делаем с помощью стека и другого катера выпуклую форму сережек, такая ромбовидная у меня. Делаем заготовки под пусеты и ставим это все в духовой шкаф на обжиг. После обжига я буду использовать блесточки, которые я добавляю в жидкую пластику достаточно в большом количестве. Все это размешиваю, и кисточкой жидкие блестки я наношу на поверхность мятных сережек, потому что блестки я выбрала как раз в оттенок нашего мятного цвета глины. Сейчас я это все наношу на поверхность выпуклую заготовки. Распределяю равномерно кисточкой, но это еще не все. Дальше я беру уже сухие пигменты, блестки, и этой же кисточкой добавляю блеска, добавляю сухих пигментов, потому что жидкая пластика у нас забрала весь этот блеск на себя, но жидкая пластика нам нужна в первом слое для того, чтобы потом держать эти блестяшки, которые уже сухие, и чтобы не просвечивался нижний слой, то есть чтобы это все было плотным слоем. А для второй пары сережек я беру эпоксидный клей, развожу его. Помните, что клей живет буквально 4-5 минутки, поэтому быстренько наносим на ту часть сережки, можете на всю поверхность, которую хотите, можете в зеркальном отображении сделать. Я чуть больше половины каждой сережки промазала и быстренько рассыпаю такую стеклянную крошку. Она с каким-то зеркальным напылением. Я напишу, где я это все брала. Очень красиво сверкает, переливается. Быстренько все это рассыпаем. Прилипает у нас крошка к эпоксидному клею. И где есть какие-то промежутки или перебор, сначала убираете это все, потому что очень быстро высыхает клей. Или заполняете, где есть какие-то пробелы. После запекания на быстро сохнущий клей нам нужно приклеить основу пусет к маленьким заготовкам из пластики. Сначала мы приклеиваем на клей, дальше мы берем жидкую пластику, жидкой пластикой промазываем обратную сторону заготовок и делаем еще по 2 заготовочки каждого цвета для того, чтобы закрыть изнанку. Также из пластики, из пластов, которые мы с вами тонировали и придавали фактуру с помощью текстурного коврика, из этих пластов мы вырезаем эти заготовки. Дальше я прокалываю их приблизительно в том месте, где у нас должен пройти стержень пусета. Напомню, что еще раз промазываю жидкой пластикой, необходимо для скрепления запеченной глины со свежей, и закрываем изнанку маленьким кусочком пластики цветной. И опять ставим все на обжиг. После обжига нам необходимо вкрутить штифты.
Но обязательно штифты нужно посадить на клей, иначе они держаться не будут. Здесь я использую опять быстросохнущий клей по типу Секунда. Штифт закручиваю в нижней заготовке, в крупной, и в маленькой, там, где у нас пусет. Все промазываем. Можно эпоксидным клеем промазать, но нужно тогда работать очень быстро, потому что он высыхает достаточно быстро. И потом нам только останется, когда клей подсохнет, раскрыть петлю на одной заготовке и закрепить в ней вторую заготовку. В принципе, все, серьги наши готовы. Точно так же мы поступаем и с мятными сережками. Да, и еще один важный момент. Те места, где у нас металлизированная пудра, обязательно нужно будет покрыть лаком. Глянцевым, матовым, неважно, чтобы защитить поверхность от стирания. Вот такие вот интересные праздничные, новогодние, я бы сказала, серьги. Два варианта у нас с вами готовы. Как видите, очень простые, а еще они очень легкие, потому что внутри пустота, несмотря на объем и выпуклость. Друзья, я надеюсь, что этот мастер-класс вам понравился. Жду от вас лайки, комментарии. Искренне буду рада, если у вас по этому мастер-классу все получится.